Привет, YouTube, привет, сообщество. Сегодня у нас, знаете, будет достаточно продолжительный и не самый однозначный материал. Речь сегодня пойдет о сталях, о ножевых сталях, разумеется, и это не будет некий гайд или руководство для начинающих. Такое тоже планируется, но не сегодня. Сегодня будет разбор, некий анализ, разбор ряда результатов теста с формированием неких рекомендаций по сталям. Основная часть будет уделена продукции компании Crucible, специфической ее части, но также в целом мы, наверное, коснемся по всем тестам. Будет, наверное, слегка нудно. Поехали! Говорить мы сегодня будем в основном про нержавеющие суперстали компании Crucible, а именно про CPMS-60V, CPMS-90V, CPMS-110V и CPMS-125V. Аббревиатура CPM в названии стали дословно означает порошковую металлургию компании Crucible. То есть сталь, произведенная по порошковой технологии собственной разработки. Это важно, потому как существуют и более традиционные способы. Например, сталь D2 компания Crucible производит и так, и так. При этом качество стали и, соответственно, результаты отличаются. В этом видео вы, вероятно, услышите такие упрощения, как 125, 20, 60V и так далее. Все это будет означать упрощение по разумным принципам, а именно CPMS-125V, CPM-20CV, CPMS-60V соответственно. Если же речь будет идти не о порошковом варианте, это будет обозначено отдельно. Все причастные к движению люди рано или поздно сталкиваются с феноменом критически разного поведения в работе вроде бы одной и той же стали, но от разных производителей. И за 8 лет проведения тестов на этом канале мы с вами имели возможность неоднократно и однозначно убедиться во влиянии термообработки на общий результат. И будет, вы знаете, не лишним подчеркнуть, что именно термообработка в конечном счете, вот буквально на продукте, будет определять комфорт работы. В нашем случае это важно, потому как выводы будут строиться сверху вниз, от дорогой и комплексной термообработки и сложного производственного цикла на дорогих ножах с одной стороны, до привычной на серийных ножах с другой стороны. Выводы будут при этом меняться, и меняться порой сильно. Ультратек Сварн в двух итерациях примечателен многим. Во-первых, это дорогой нож. Стоимость аукционных экземпляров превышала и 1,5 миллиона рублей. И даже с учетом того, что это были эксклюзивные версии в единственном экземпляре, стоимость весьма солидная. При этом мы понимаем и тот факт, что стоимость можно оценивать сильно по-разному. Помимо общей оценки, субъективной, личностной, есть и оценка в рамках конкурентов. И вот тут происходит, в какой-то степени переосмысление стоимости, потому как в целом у ножа конкурентов нет даже в проектных версиях, которые существенно дешевле уникальных кастомов, и это факт. Вообще Сварн — это нож уникальный по очень многим критериям. Развитию модели, заложенным в ней идеям и, конечно же, тестам посвящено много материала. Все они есть по ссылкам в описании. И сегодня я на этом останавливаться не буду, в том числе и потому, что ножи из этих тестов проданы давно. Но главным образом все-таки потому, что одно из ключевых преимуществ Ультратек — это сложная, комплексная термообработка в партнерстве с Денисом Фроловым. И сегодня нас интересует именно она. Давайте мы с вами попробуем построить этот анализ и последующее общение в формате некого, наверное, даже топа. То есть мы определим лучший выбор, определим оптимальный выбор, экспериментальный выбор и, наверное, спорный и неоднозначный выбор. Вообще этот ролик появился по двум причинам. Во-первых, это анализ. Нож, режущий канат, по сути, это ведь начало большого разговора. Это некая ниточка, раскручивая которую мы с вами интерпретируем канат, переносим его в реальный мир. И анализ результатов теста в целом я всегда провожу в несколько этапов. И сегодня у нас с вами будет общий по нескольким ножам. Во-вторых, это видео должно помогать правильному пониманию тестовой таблицы. Ведь если взглянуть на нее в лоб, вопросов-то не остается. В лоб все просто. 125-ка чемпион среди нержавеющих сталей, 110-ка попроще, но тоже ничего. S90V это несколько иной уровень. А S60V, хоть и понятно, в общем, да, суперсталь, но результат несколько не тот, мог бы быть и получше. Все так? По таблице да. А вот в реальности с оговорками. И эти оговорки мы с вами будем рассматривать детально. CPMS-125V. Суперсталь компании Crucible. Что немаловажно, номинально нержавеющая суперсталь. Номинально потому, как единственная сталь, нержавеющая на самом деле, это та сталь, которая стоит на кастрюле.
Такая сталь характерна высоким содержанием никеля в составе. Меж тем, вы знаете, в сталях для ножей никеля либо нет, что бывает чаще всего, либо количество незначительно. Ввиду того, что никель не образует карбидов в стали, подавляющее большинство никеля содержащих сталей вообще не разрабатывается для, скажем так, последующей закалки в привычном нам понимании. В большинстве привычных нам сталей роль, так сказать, защитника от коррозии принимает на себя хром. И в теории от 13% хрома в составе это нержавеющая сталь в обычных условиях, и от 17% в агрессивных средах. Но есть тут и масса нюансов. Во-первых, наличие или отсутствие тех или иных добавок. Титан, ниобий, количество в составе углерода, принципы термообработки, качество финиша самого клинка и так далее по тексту. Поэтому все современные нержавеющие стали на ножах могут так или иначе страдать от коррозии. Однако, все-таки, в конечном итоге, простота эксплуатации супернержавейки все же выше, сильно выше инструментальной стали или жаростойкой, и отсюда наибольший интерес и наибольшая распространенность. 125-ка – это первое место на данный момент среди нержавеек в таблице, и было два теста. В обоих случаях железо было на 65,5 единицах твердости по шкале Роквелла. И это тот случай, когда все точно так, как оно есть. При условии качественного производства это лучшая в мире нержавеющая суперсталь. При этом я подчеркну, на данный момент никакая другая сталь не обладает такой характеристикой по совокупности. Вы тут можете задать разумный вопрос. Руслан, а что в ней такого? Ведь есть М398, которая почти идентично отработала. И давай уж совсем глубоко копнем, чем тот же гриб Тиллианс 20CV отличается в корне. Понятно, отрезал он меньше, втрое с лишним меньше. Ну так и стоит он куда как дешевле. Это вопрос резонный и вопрос хороший. Давайте попробуем разбить его на два. Первым будет про сталь, а второй будет про цену. И начнем с последнего. Ценник всегда понимается через свой кошелек. Так уж мы устроены. При этом, когда мы, например, покупаем стиральную машину, мы все-таки смотрим еще и на относительную стоимость. Нам совершенно не хочется покупать кота в мешке. Получать непонятные проблемы и вполне конкретные поломки, которые, не дай бог, могут затопить соседей и добавить уже понятные и большие проблемы. И если машина почему-то стоит дешевле аналогов, возникает вопрос, а почему так? На чем этот производитель сэкономил? В чем отличие этой машины от остальных? Ведь ценник на подобные товары определяет рынок, жесточайшая конкуренция, и поэтому этот вопрос весьма актуален. С другой же стороны, есть бренды, где все хорошо, техника отличная, клиенты довольны, все прекрасно. Кроме цены, разумеется. И мы бы так хотели всегда, но не всегда получается. И отсюда есть простой вывод. Есть цена личная, и тут да, 1,5 миллиона за нож – это фактически за гранью добра и бобра. А есть цена относительная, относительно других сходных предложений по рынку. И вот там выяснится, что по сути ТО на этих ножах – это бонус, в расходах участие не принимающий. Помимо этого, нужно понимать, такой сварн – это в первую очередь очень-очень дорогой финиш. Как клинка о нем чуть попозже, так и рукояти. Это штучное производство, это дорогие редкие материалы. И только потом ТО. А так как либо мы живем в России, либо можем спокойно заказать все, что угодно через интернет, все-таки 21 век, то можно найти и термиста, с ними полный порядок, и мастера, с ними тоже полный порядок, и сделать то, как нужно именно вам. С ценой, думаю, понятно. Давайте про железо. В чем же разница 125-ки в качественном сложном ТО от 20CV в серийном исполнении? Ну, помимо, собственно, трехкратного преимущества на тесте. 125-ку, если очень просто формулировать, невозможно затупить. Я понимаю, это смелое заявление, и, как обычно, это заявление требует массы поправок. Это так. Между тем я не лукавлю и не ошибаюсь. Мы все это себе неплохо представляем, но давайте для ясности обозначим буквально парой мазков. Клин – это чаще всего обух, голомень, спуски и подводы. Так бывает почти всегда. Иногда нет голомени. Спуски и подводы иногда путают, но они, спуски и подводы, есть всегда. И между подводами есть промежуток, тонкая полоска, которую на остром ноже не регистрирует даже нормальная оптика, но она там есть всегда. И чем она тоньше, тем нож острее. При работе, в свою очередь, режущая кромка, встречая сопротивление, начинает разрушаться, образуя сколы, замины и сочетания. В какой-то момент на обычном ноже уровень разрушений становится, скажем так, выше уровня приемлемого комфорта работы, и нож признается негодным к работе и отправляется на заточку или правку. В свою очередь, характер такого уровня разрушений бывает тоже разным. Бывают крупные сколы, но чаще бывают все-таки не менее крупные, но участки замятия режущей кромки, так называемые замины, вызывающие мыло. Мыльный рез
имеет такое название по очевидной причине. Нож при работе проскальзывает по материалу, вследствие чего не просто страдает комфорт, работа перестает быть безопасной. Крупные сколы мы будем детально обсуждать в будущих материалах. Сейчас давайте зафиксируем, что современной металлургии довольно высокий уровень качества сырья, а производственные процессы ножей по сути во всех сегментах не выжимают из металла максимум. Отсюда сколы в подавляющем числе случаев это результат, наверное, все-таки неаккуратной работы. По ссылке в описании можно посмотреть на вскрытие консервы сталью на 64 единицах твердости со сведением на клинке в 0,1 мм, без каких-либо последствий на клинке. Поэтому при условии качественной ТО человек, работающий аккуратно, крупных сколов, скорее всего, вообще никогда не встретит. С заминами все немного иначе. Замины в целом трактуются как норма, и это действительно стандартная ситуация в современном ножевом мире. Другое дело, что замины тоже бывают разными. В идеале, при идеальной схеме производства, химсостав стали в совокупности с термомеханической обработкой, да, в этом случае металл проходит еще и ковку. Так вот, в идеале замены должны быть очень маленькими, разрозненными, чтобы не было проскальзывания. Это в теории, это в идеале, и это на 125-ке. 125-ка в качественном исполнении не мылит вообще. Она уверенно режет канат и после 10 тысяч резов, а это очень и очень много. Разумеется, конечно, разрушение кромки происходит, но оно происходит предсказуемо и равномерно. И чем больше она разрушается, тем медленнее это происходит. На деле вы на ней не получите мыло, не будет никакого дискомфорта, будет уверенная работа невероятной продолжительности. По итогу, разумеется, работать будет не так комфортно, как было в начале, и нож уйдет на правку. Но работать им будет можно, и это будет нормально. Вообще из всех тестов суперстали, будь то Рокстед или Ультратек, худо-бедно осязаемое проскальзывание было только на тесте стали Фикрони 2700. Все остальное сработало очень-очень хорошо, но 125-ка при этом отличается совокупностью, цепкое железо от начала и до конца и очень плавная кривая потеря остроты. Это чемпионская суперсталь. Если с первым местом мы разобрались, то давайте попробуем сейчас подумать про оптимальное. И тут для меня безусловный фаворит это CPM S90V. Тут важно отметить, в мире качественного ТО. Конечно, вы можете озадачиться вопросом, Руслан, разница в результате весьма и весьма значительная. Да есть еще и о том, что есть еще, мы поговорим попозже. И да, разница значительная. И не только в результате, но и в поведении. S90V не обладает такой плавной кривой затупления. Сама скорость затупления выше. Хоть проскальзывание тут и не доставляет хлопот, но это не 125-ка. Это определенно не 125-ка. S90V наряду с Elmax сейчас входят в мой топ-лист сталей в качественном ТО. И это, на мой взгляд, тот самый оптимум качества и денег. Давайте немножечко отвлечемся и поговорим о зеркале. Вы наверняка видели, что все Full Custom и Ультратек идут с очень качественным зеркальным финишем клинка, выполненным вручную. Вопрос, а зачем? Конечно, это приятно, мне приятно, что даже финиш клинка идентичен от теста к тесту. Но все-таки зачем? Немалая часть моих зрителей в курсе, что многие из этих кастомов не полочники, они работают и работают порой сурово. Зеркало тут, это как-то странно, разве нет? И обычно, когда отвечают на такой вопрос, говорят примерно следующее. И да, и нет, или все сложно, и тому подобное. Но не в этот раз. Зеркало на клинке, друзья, это критерий, один из немногих объективных и понятных. Суть в том, что зеркало качественного уровня – это долго и дорого. Любой человек, взявший в руки машинное электрохимическое зеркало, на некоторых современных ножах сразу же отличит его от ручного. Это несопоставимые уровни. И чем сложнее ТО, чем выше твердость, тем дольше и дороже добиваться этого зеркала. Качественное зеркало – это один из немногих критериев оценки работы. Качественное зеркало – это своего рода сертификат подлинности, это уровень мастера. Поэтому качественное ручное зеркало – это сразу же качественный кастом. Даже домостил и тот нуждается в зеркале. И тут, разумеется, наступают нюансы. Трудозатраты на это зеркало напрямую зависят и от твердости, и от качества самого сырья. Поэтому, например, большая часть мастеров старой школы любит работать с такой шведской сталью, как RVL-34, ввиду как раз-таки предсказуемости сырья.
125-ка же это антипод РВЛ-34. Во-первых, состав, во-вторых, сама сложность, режимы термообработки, режимы последующей слесарки. Это все на запредельном уровне. Пластину всегда гнет на правильных режимах ТО. Она ест ленточки станка с удовольствием и аппетитом. Работы на плоскошлифе долгие и кропотливые. 125-ка сама по себе дорогая сталь, но куда как дороже с ней работать. Тут нужен опыт работы именно с таким железом, с железом такого уровня. Это сокращает и количество мастеров, и поднимает стоимость. S90V тоже не карась, но все-таки существенно проще. Есть еще один момент для многих ключевой. Все это время я рассуждал о 125-ке с твердостью в районе 65,5 единиц и 90-й в районе 64,5 единиц. В обоих случаях это сложное комплексное ТО. А вот что будет, если мы градус, что называется, сбавим? Будет двойное крио, но без термоциклирования, без ковки. И будет, на пару единиц поменьше, 63, к примеру. И вот тут карета, в сущности, превратится в тыкву. Они обе все еще будут отличным железом, без шансов для серийной продукции. Но 125-ка перестанет быть принцессой. 125-ка дает кайф от 125-ки только задорого. Иначе это будет отличная суперсталь, но и только. S90V и LMAX сами по себе проще, а значит дешевле, а значит больше мастеров, а значит дешевле и так далее по тексту. Тут, кстати, пытливый зритель может сказать: Руслан, у S90V еще и пластичность будет больше, и это преимущество. И в целом будет прав, да. Но я не стал на этом заострять внимание, в том числе и потому, что пластичности 125-ки достаточно. У S90V она уже избыточная. И для нормальной работы пластичности обеих хватит с головой. А хочется отжимать танковые люки, поставьте термисту такую задачу, он выполнит, невелика наука. В категории экспериментальный выбор у нас побеждает сталь CPM S60V. И это определенно точно не выбор «мне нужен хороший рабочий стандартный нож». Нет, у стали действительно неплохая износостойкость при запредельной пластичности. И такая пластичность будет мешать стандартному ножу, она лишняя. Тут скорее выбор, знаете, такой: я много чего попробовал, на «ты» с ножами, с мастерами и вообще. Поэтому хочу сделать, например, финку в 0 с ванадиевым монстром на 65 единиц по Роквеллу. 0 это, разумеется, спуски на малых углах в горизонте 12-22. И микро, но все-таки микроподвод на углах 40+. И по факту, что мы получим? Мы получим резучесть классики, нержавучесть и серьезную износостойкость. 60-е это именно про эксперименты для людей с опытом. Здесь все так же дорогое железо, дорогое производство, только вот выход иной. Когда вам нужен просто понятный, стандартный нож с понятной геометрией, с понятными углами в 28+, например, то тут выбор S90V куда более правильный, чем S60V. Все это по ситуации на данный момент. И это уточнение я вношу потому, как ничто не стоит на месте. Термообработка, она ведь тоже развивается. Давайте вспомним LMAX. Он ведь прямо засиял именно в третьей итерации своей коммерческой термообработки. Он и до этого был хорош. Денис, он мастер без сомнений. Но в третьей итерации это уже не железо, это практически чистый секс. Поэтому не исключено, что через месяц или год или два все изменится. Промежуточно мы имеем следующее. Да, именно промежуточно. Я вас предупреждал, видео будет несколько нудным. Так вот, промежуточно мы имеем топчик в виде 125-ки, оптимум в виде S90V и эксперимент в виде S60V. Получается так, что я забыл 110-ку? Как же так? Видите ли, в текущих реалиях и когда мы говорим про качественное ТО, 110-ка это довольно спорный выбор. Это неплохая сталь, боже упаси. Но это сложная сталь. Ее отличие от остальных коллег по цеху – это легирующая добавка необий. В комментариях, я думаю, отпишут ее народное имя, даже и без этого догадаться несложно. Помимо этого есть кобальт, и все это в совокупности должно давать результат. И он есть, но и с нюансами. Необий, смотрите, несмотря на определенный скепсис, это дорогая и перспективная идея. Есть вполне конкретные исследования, результаты которых нам говорят, что растет коррозийная стойкость, растет износостойкость. Кобальт. Вообще он привычен нам в быстрорезах, он привычен в жаростойких сталях и мало распространен в нержавейках, а 110-ка это нержавейка. 110-ка имеет много общего со 125-кой. Это довольно плавная кривая затупления, очень хорошая цепкость, но ее, скажем так, отличие в текущем состоянии от нашего чемпиона в уровне рабочей остроты. Он в целом ниже, чем у 125-ки.
Тест 125-ки в 10 тысяч резов прошел легче теста 110-ки в 8 тысяч резов. И отсюда характер работы. Он будет неоднозначным. Будут ситуации, при которых S90V, хоть и более простая, будет перерабатывать 110-ку. Но будут и обратные ситуации. И на мой взгляд, 110-ка и ей подобные идеи – это наше будущее. Но сейчас, выбирая между 110-кой и 125-кой при равной цене изделия, конечно, 125-ка интереснее. С другой стороны, усилиями Спайдерка 110-ка вышла на широкий простор, и это, естественно, добавляет очков в ее копилку. А потому реальный выбор может быть разным. Теперь, когда мы прошлись по продукции компании Crucible, давайте в двух словах про, наверное, основного конкурента Böhler Udenholm, ну или одного из основных. Elmax, как я уже говорил неоднократно, это потенциально лучший выбор на рынке. Elmax это изначально Udenholm, это Швеция. Elmax, вы знаете, добавляется очков еще и за то, что он присутствует на нашем рынке очень-очень широко. Из него делают как затейливые складни, так и простые недорогие фиксы. И нам это дает в качестве преимущества почти нулевую добавочную стоимость за имя стали и широкий выбор мастеров. И Elmax, так же как и S90V, неплохо себя чувствует, скажем так, в средних положениях, когда термообработка уже сильно лучше среднесерийной, но еще и не долбит, скажем так, верхние пределы. И важно, выбор между S90V и Elmax сейчас неоднозначный. S90V все-таки будет лучше держать остроту, а Elmax пластичнее и изначально острее. И обе железки, они в целом весьма и весьма. M390 в кастомной термообработке в целом не уступит моим фаворитам. А при усложнении термообработки, при добавлении термоциклирования, при наращивании твердости начинает хорошо у них выигрывать. И будет неверным сказать, что M390 стоит где-то между S90V и Elmax. Острота у M390 TCO не хуже Elmax, а вот кривая затупления и зубастость лучше, чем у S90V. Но такая термообработка сложнее и дороже. В целом это отличная сталь для отличных ножей. Здесь уже начинается поле моих личных предпочтений. С M398 все попроще. Это суперсталь, да, сравнимая по потенциалу со 125-кой, факт. Но она отличается. Кривая затупления у нее более яркая, она, наверное, так правильно, резче теряет остроту. При этом уровень этой остроты у нее выше. Вы знаете, у уважаемого господина Мельникова есть такое выражение – мерседесистость. Это такое мерило Мерседеса среди мерседесов. Так вот, переложив на наш ряд, суперсталистость пока выше у 125-ки. В целом это проявляется во всем. В кривой затупления, в скорости этого затупления. Но М398 она изначально острее, поэтому этот разговор не окончен. В рамках, скажем так, обращения к качественной термообработке сформировался у нас некий топ. Да? На вершине мира у нас Crucible CPM S125V, в оптимальной зоне у нас Crucible CPM S90V и Böhler Udenholm Elmax Microclean. Это да, это в целом понятно. А что у нас в серийном мире? Давайте и о нем поговорим. Для начала давайте небольшую вводную про серийный мир. Мир серийных ножей, он, знаете ли, живет по вполне внятным экономическим законам, в которых термообработка, будучи, конечно же, компонентом невидимым сразу, стоит не на первом плане. Это не означает, что производители кладут болт на нее. Такое есть, конечно, но не повсеместно. Это в первую очередь означает, что термообработка будет вписана в процесс производства. В отличие от производства того же самого Рокстеда или Культратека, где сам процесс изготовления выстроен вокруг термообработки. И разница в подходах солидная, разумеется, как цена. Поэтому мой выбор будет обусловлен, вы знаете, не столько качеством самой стали, сколько совокупностью стали и производителя. И потому я буду идти от конкретного бренда и уже в рамках этого конкретного бренда рассуждать про то или иное железо. Здесь есть немаловажный момент. Из 8 лет, скажем так, из 8 лет тестов лишь малая часть видела YouTube. В том числе и потому, что есть у меня тесты в рамках заточки ножа. Когда, например, заказывают услугу подбора угла. И поэтому рейтинг общий будет немного шире. Кто бы что ни говорил про компанию Benchmade, но это как раз тот производитель, когда на ТО никто болт не забивал. Я повторюсь, это не значит, что оно хорошее. Это значит, что о нем хотя бы думали. Сделать многое все равно не получится, потому как есть конкуренция, а термообработку на прилавке не видно, а титан видно.
У Benchmade все абсолютно нормально с 30-кой, CPM-S30V. Все нормально с M390. И наиболее интересный вариант сейчас это CPM-20CV. Вообще, по-хорошему, у меня к Benchmade есть вопросы только к D2. Но к D2 у меня вообще есть вопросы. D2 это та самая сталь, которой у меня вопросы. В отличие от компании из Орегона, у Spyderco все сильно-сильно проще. По сути, единственная нержавейка выбора тут 110-ка. Да, конечно, можно сказать, что она такая слегка туповатая. Но лучше и M390, и S90V этой компании из Порто Дуэрте. Но у Spyderco есть своя плюшка. Во-первых, широкий выбор углеродистых сталей типа 52-100. Они вам подарят остроту, а во-вторых, это, конечно, Максамед. Да, он ржавеет, это факт. Но он работает лучше всего того, что есть у Spyderco, и если нужна работа, определенно стоит рассмотреть. Zero Tolerance, по сути, полностью ушла на 20CV, и это хороший выбор. С M390 у ребят тоже также все довольно неплохо. У Kershaw есть еще и Sandvik, он, конечно, резать долго не будет, зато он острый, он может быть острым, и хорошо так острым. Плюс есть композитные клинки CPM-D2 на режущей части. Этого бояться не стоит, режет она вполне себе неплохо, и это не обычная D2. А вот обычную D2, как и в случае выше, мы обходим стороной. Когда мы говорим о колд-стиле, то здесь нужно все-таки понимать, что мы говорим в большинстве своем про идею. Однако, в отличие от Эмерсона, от Экстрема, от Протека, здесь все-таки есть из чего повыбирать. И говорю я, конечно же, о CTS XHP, производства Carpenter. Это отличная острая железка. В исполнении колд-стила она, конечно, работает не так, как должна. Но она все еще неплохо острая, и выбирал бы я именно ее. Публичных тестов SOGA пока не было, но была заточка, и была 35-ка, которая ведет себя не так, как 35-ка у Spyderco. Уверенности у меня пока нет, но, вы знаете, есть потенциал. Вполне вероятно, что будет резвая 35-ка. Про D2 с заявленным Cryo SOGA я пока ничего не скажу, мы все это будем проверять. У Microtech всегда, по сути, был неплохой набор сталей, и традиционно у Tony все плюс-минус неплохо с железом, пожалуй, именно в качестве термообработки. И тут 204P Carpenter, на мой взгляд, будет самый интересный. А вот Elmax в этом наборе будет наименее интересным. Но нужно понимать, что если мы работаем в рамках идеи Tony, в рамках его углов, в рамках его понимания ножей, то, скорее всего, маловероятно вообще наличие каких-либо проблем и у M390, и у CTS XHP. Что любопытно, у Беккера есть ряд моделей с CTS XHP на борту. И это реально довольно удивительно, но тем не менее это так. Как я уже говорил, железо это острое, приятно острое, можно смело пробовать. Вот примерно такие первые общие аналитические выводы по тестам. Вы знаете, что называется, в попытке переложить их на реальное применение. Такие материалы будут и дальше, и глубже, и более направленные. Но начало положено, и отдельно я хочу сказать спасибо компании Kultratec. Без вас, ребят, у меня вряд ли получилось бы вытащить термообработку наружу и так фактурно ее показать. И я понимаю, какой это труд перешлифовывать клин после теста, полностью перепроверять конструкцию, да и вообще, большое вам спасибо. Вы знаете, напоследок я должен сказать вот что. Возможно, так вышло, что вы забрели сюда случайно. А может быть, так вышло, что вы выбираете себе первый нож, и раз уж вы досюда досмотрели, то получается, как бы наделали себе пометок, вот эта сталь плохая, вот эта хорошая и так далее. Так вот это сообщение, оно именно для вас. Все, что было выше, я снимал, по сути, для относительно продвинутой аудитории. То есть для людей, которые хотят хорошо. Эти люди не хотят компромиссов, они готовы потратить деньги, и время или много денег и получить хорошо, прямо хорошо. В том числе я это снимал для людей, стоящих перед определенным выбором. Ну, например, выбирает человек между Spyderco, Benchmade и парочкой Zero Tolerance, и вроде бы все ему нравится. И вот в этот момент может включиться выбор через сталь, и это видео для них. Вам же я скажу очень просто. Не выбирайте свой первый нож через сталь. Вы совершите чудовищную ошибку. Выбирая нож через сталь, в том числе и по этому видео, вы навсегда потеряете для себя мир Эмерсона, а это ошибка. Вы потеряете концепцию и идею Extrema Ratio, а это ошибка. Вы закроете для себя массу дизайнеров и ножеделов, работающих с ЦРКТ, а это ошибка.
Вы не поймете сути эргономики спайдерка, отказавшейся от делики. А это ошибка. Вы знаете, есть масса небольших предприятий, воспринимающих сталь через принцип достаточности. И это нормально. И вы их всех потеряете. Свой первый нож выбирают вот здесь. Вам нужно взять его в руку, и тогда, возможно, вы улыбнетесь. И вот тогда будет абсолютно все равно, какие там на клинке буквы. Не потеряйте это.